Сегодня утром в России была объявлена частичная мобилизация, и многие известные артисты оказались в военкоматах. Не все из них вели себя адекватно, многие закатывали истерики, матерились и оказывали сопротивление полиции. Звезда Дома-2 Андрей Черкасов устроил истерику и не открыл дверь полицейским. Леонид Агутин и вовсе сбежал из военкомата, а Дмитрий Нагиев, единственный российский артист, который самостоятельно явился в военное учреждение и подтвердил свою готовность отдать долг родине. Стал известен полный список артистов, которые в самое ближайшее время отправятся на передовую защищать рубежи Российской Федерации. Это 55-летний телеведущий Дмитрий Нагиев, который в молодости проходил срочную службу в войсках противовоздушной обороны. Актер Сергей Астахов, который служил на финской границе с 84 по 86 год. Рэпер Птаха, единственный из коллег по музыкальному цеху, который прошел службу в пограничных войсках. Тимур Батрудинов, 44-летний резидент Comedy Club, отрубил в войсках связей и намерен вспомнить боевую молодость. Бывший солист группы «Чай вдвоем», 47-летний Денис Клявер, служил в военном театре в звании ефрейтора-конферансье. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов, молодой человек, в 2004 году проходил службу в ВДВ. Звезда мелодрам и романтических комедий 46-летний Антон Макарский срочную службу проходил во внутренних войсках МВД. Муж Натальи Королевой Тарзан Сергей Глушко, выпускник военно-космической академии имени Можайского, также готов тряхнуть стариной. Один из самых брутальных российских актеров Алексей Кравченко, артист знаменит ролями военных и спецназовцев. В реальной жизни актер тоже прошел армейскую подготовку. В молодости Алексей Кравченко служил на Дальнем Востоке в рядах морского флота Советского Союза. Ведущий актер театра Вахтангова Владимир Вдовиченков, звезда «Бумера» и «Бригады», отдал 2 года своей жизни службе на Балтийском флоте. Легенда российских боевиков Михаил Пореченков. Михаил – настоящая звезда российских боевиков. Актер хотел пойти по стопам отца и уже почти окончил военное училище, но за 10 дней до выпускного Михаила Пореченкова отчислили. Будущая звезда попал в стройбат, не самое лучшее подразделение. Однако именно этот опыт подарил Михаилу стальной характер, а его киногероям физподготовку и умение обращаться с оружием. Леонид Агутин. Музыкант служил в пограничных войсках в Карело-Финской республике. Ну и, наконец, Федор Бондарчук. Режиссер «9-й роты» попал на службу после выпуска из ВГИКа в 1985 году. Отдавать долг родине он начал в Красноярске, а затем был перераспределен в кинематографический кавалерийский полк при Таманской дивизии.